Как выбрать подвесной потолок? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Все подвесные потолки бывают либо модульными, либо сплошными. Модульные подвесные потолки – подвесные конструкции из готовых прямоугольных модулей. За ними легко ухаживать, в любой момент можно подобраться к проводам или трубам. При небольших повреждениях замена стоит небольших средств. Пара модулей обойдется недорого. К тому же в модульных потолках просто устанавливать и заменять осветительные приборы. Разновидности модульных подвесных потолков носят названия, производные от формы и способа их монтажа. Реечные, панельные, плиточные, кассетные, решетчатые и ячеистые. Реечную систему устанавливают посредством узких реек, расположенных крест-накрест. Решетчатую посредством решетчатых модулей. Полости в таких случаях остаются сквозными, ячеистые потолки имеют полости с фоновой подложкой на тыльной стороне. Сплошные потолки или бескаркасные создают гладкую поверхность без стыков или швов. Их недостатком считается сложный ход к коммуникациям. Любая неосторожность при уборке таких потолков, прикосновение острым предметом, нагревание материала вследствие близкого расстояния от осветительных ламп приводит к порывам и растяжению материала, что потребует немедленной замены всей конструкции. Декоративные подвесные потолки являются дизайнерским элементом и не несут определенного функционального предназначения. Материалом для подвесных потолков становятся минераловатные и стекловаты, минераловолокнистые панели и плиты, гипсоармированный и гипсокартон, пластик, металл и другие. При установке сплошных подвесных потолков потребуется место для специальных люков, по которым будет доступ к проводам и другим коммуникациям. Рамки из гипса, как разновидность подвесных потолков, устанавливаются для создания эффекта отделки потолка. В них при желании можно установить плиты. На гипсовую рамку можно вмонтировать другую потолочную панель. Потолочные плиты с натянутым и закрепленным на каркасе полотном, установленные в систему, как демократичный вид подвесных потолков, сэкономят владельцу средства более доступно и легко. Мода последних лет на подвесные потолки требует от установщиков новых дизайнерских решений, смелых конструкций и необычного цветового решения. В принципе, тенденции к установке подвесных потолков сформировались за несколько десятков лет. Их применение в производственных зданиях, а также в больницах, театрах было обусловлено возможностью скрывать многочисленные коммуникации в получившихся промежутках. Под основу подшивных и подвесных потолков берется жесткий каркас из дерева или металла. Его крепят на подвесах или без оных к потолку. В первом случае потолок подвесной, во втором – подшивной. Каркас, закрепленный на базовый потолок, с внешней стороны обшивают облицовкой. Для этого годятся деревянные панели, гипсокартон и тому подобное. Отличительными особенностями подшивных и подвесных потолков считают функциональные и эстетические преимущества. Первонаперво подвесные потолки создают максимально ровную потолочную поверхность. Промежуток между базовым и подвесным потолком позволяет добавить дополнительный слой звукоизоляции. Этот же слой несет теплоизоляционную функцию. Эти возможности первостепенны в загородных домах, где тепло часто выходит через потолочные стены. Относительным недостатком можно считать то, что названные конструкции съедают часть полезного пространства помещения. Но это хорошо тем, что меньшее помещение проще обогреть. Возрастает и скорость нагрева комнаты с подвесными потолками. Такие потолки, установленные в производственном или хозяйственном помещениях, скрывают провода и вентиляционные трубы, а также скрадывают огрехи основного потолка. Устанавливают такие конструкции в помещениях с высокими базовыми потолками. Чтобы сравнять высоты помещений и сделать жилые квартиры пропорциональными, подвесные потолки опускают до возможного предела. Комнаты большой площади наделяют разноуровневыми потолками. Такой ход позволяет визуально поделить помещение на несколько зон, а освещение на уровнях создаст интересные рисунки на поверхности конструкции. Несколько потолочных уровней также уберут монотонность в пространстве. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем?
заходи к нам почаще.